Дорогие друзья, я вас приветствую. Решил снять все-таки еще небольшое коротенькое видео к предыдущему видео про АВР. Почему решил снять? Потому что я немного усовершенствовал или доделал, как я и говорил в прошлом видео. Я добавил сюда контактор и реле времени. Почему я решил все-таки снять и показать это видео? Потому что много было комментариев, и многие говорили в комментариях о том, что реле не поможет, лучше брать другой АВР. На самом деле АВР я купил по акции в районе 10 или 11 долларов. Поэтому он меня вполне устраивает данный АВР. Данный стенд это я собрал для родственника, чисто для котла. Чтобы можно было привести аккумулятор, можно было привести данную сборку всю, поставить, подключить к сети, подключить котел как нагрузку и пользоваться при необходимости. Поэтому там некоторые умники рассказывали, что почему на плите USB, это пожароопасно. Ребята, делайте свои дела, я буду делать свои дела. Данной сборкой я просто хочу показать, насколько мне самый оптимально подошел этот вариант. То, что я собрал, это работает. И в принципе, меня это все устраивает. Поэтому, дорогие знатоки, для себя вы делаете так, как вам удобно, а для себя я буду делать так, как мне удобно. Кто-то написал, проще было бы схему предоставить, чем вот это вот все лепить. Опять-таки повторюсь, те, кто умеет читать схему, тому не нужно это видео. Тот посмотрит свою схему, а лучше включит свои мозги и сделает, соберет это все сам. Данную сборку я показываю для тех людей, у кого руки растут с правильного места и кто хочет собрать это своими руками, но не сильно в этом разбирается. Именно для них я специально собрал вот такой вот стенд, чтобы это все показать. Итак, теперь перейдем к делу. К данному АВР, именно к данному АВР, можно сделать прерывание двумя способами. Когда-то давно было видео, где применялась вот такая вот небольшая плата задержки включения реле времени. Его можно подключить через обычный самый простой блок питания телефонный. Работает данная плата от 5 вольт. Вот такая вот плата. Ссылку я сброшу в описании на эту плату. Для того, чтобы эта система работала, сюда, в эти разъемы, я покажу сейчас ближе ее. Вот такая вот плата. Есть подстроечный резистор, потенциометр, с помощью которого можно задавать промежуток времени, через который он будет включаться, либо выключаться. Плата универсальная. Почему? Потому что в реле, как обычно, есть 3 контакта. Общий и 2 контакта, которые либо нормально открыты, либо нормально закрыты. Поэтому, в принципе, установив определенное время, при подаче напряжения 5 вольт, данное реле будет замыкать контакт и, соответственно, будет включать. Что будет замыкать это реле? Это реле, если устанавливать его, к примеру, допустим, уберем вот так вот, отсутствие сетевого реле и контактора, то при такой схеме это реле подключается в разрыв проводам управления самого АВР. То есть вот эти 2 провода выходят, вот какой-то один из них идет на разрыв и подключается сюда вот в контакты. Для того, чтобы когда подается, то есть принцип получается каков? При отключении электропитания из городской сети запускается инвертор, но из-за того, что сразу у него нету достаточного напряжения, АВР начинает захлебываться. В предыдущем видео я показывал, как это происходит.
Вот оно переключилось с таким вот характерным звуком. Для того, чтобы этого не было, с инвертора сразу идет подача питания на блок питания. Вот такой маленький блок питания телефонный обычный. Он набирает за какой-то промежуток небольшой времени свое рабочее напряжение. Запускается через это короткое время, какое вы установите, реле времени, вот это. И замыкает провода управления самого АВР. Реле управления самого АВР. И, соответственно, идет уже питание на АВР и, соответственно, на нагрузку. То есть это самый простой способ, с помощью которой вот такой вот маленькой платы реле времени можно сделать. Я не стал уже это все переделывать, чтобы показать, как это работает. В принципе, кто немного это понимает в этом, я думаю, разберутся. В моем случае я не хотел вот делать через вот такой вот монтаж. Мне вполне устроило то, что я заказал контактор реле времени. Реле времени могут быть разные. Вот. Можно такое поставить электронное. Можно такое поставить электронное. Можно поставить, ну, тоже электронное, но устанавливается потенциометрами. Функционал, время. Вот. То есть, в принципе, любое реле времени можно установить сюда. Почему лучше установить через контактор? Хотя есть некоторые реле, которые, точнее, реле времени, у которых 16 амперные, может быть, даже больше есть на больший ток. Лучше все-таки установить через контактор. Это будет надежнее и, ну, долговечнее оно будет это работать. Я считаю, что это более правильнее и безопаснее. Итак, теперь, чем еще мне предлагали многие варианты, мол, вместо такого АВР оно плохое, лучше купить другое какое-то. Еще раз повторюсь, данное АВР я купил по акции в районе там, от 10 до 11 долларов. Потом, чем оно меня еще устраивает? В этом АВР есть подключение вот к микрухе, которая при отсутствии 220 вольт запускает сразу включение инвертора. Также в верхней части при отключении 220 вольт оно отключает тоже микруха. Я сюда подключил в разрыв питания плюсового провода. То есть для чего? В прошлом видео это я не подключал. Если срабатывает, отключается городская сеть, вот, и включается инвертор через аккумулятор, все равно обратно через провода идет питание на зарядное устройство. Оно, понятно, что потребление маленькое, но все равно оно есть, оно светится. Ну, зачем это надо, когда можно поставить вот в разрыв? То есть сейчас я продемонстрирую. У нас идет подача городского питания. Вот колодка с включенным питанием, вот провод, который идет подключение 220 вольт. Вот у нас подключена, светится сзади нагрузка лампочка. То есть, когда у нас пропадает городская сеть, запускается инвертор. Вот он запустился. Срабатывает сейчас реле времени. Контактор замыкает и переключается громко АВР. Все. Дальше нагрузка опять-таки подключена, все работает. Вот точно так же, видите, сработала здесь АВР маленькая, точнее не АВР, а реле сработало. Я вам сейчас отдельно покажу. Здесь, ну, другое время задержки стоит, в этом реле поменьше. Вот. Но оно точно так же сработало. И сейчас контакты замкнуты. То есть, если бы было только именно вот это реле времени, которое 5-вольтовое, оно бы замкнуло какой-то один из них, который вы разомкнете провод, вот, и сработало АВР, оно проработало в себе. Без монтажа вот этих вот двух модулей, контактор и реле времени сетевой. Так, еще что хочу сказать. И вот обратите внимание, то есть когда питание идет от аккумулятора, зарядное устройство уже не подключено, то есть обратно нету питания на него. Почему? Потому что вот там внутри я сделал разрыв плюсового провода и вывел его на вот этот микропереключатель, который в самом АВР стоит.
То есть появляется у нас, еще хочу добавить, кому-то нужно очень быстрое переключение на резервный источник питания. В моем случае, еще раз повторюсь, данная сборка делается только для газового котла и больше ничего. Поэтому в данном случае я наоборот еще буду добавлять здесь время, то есть после отключения городской сети, чтобы система запускалась где-то минут через 5-10, где-то примерно так. Так, теперь смотрите, еще раз включаем подачу городской сети, АВР переключился, реле, вот если бы оно работало, видите, отключилось реле. Оно уже не потребляет напряжение от инвертора. Здесь включился зарядное устройство для аккумулятора и пошла зарядка автоматически. То есть, если на протяжении долгого времени электричество в сети не пропадает, аккумулятор заряжается полностью и зарядное устройство поддерживает его в режиме хранения. Если кому не нужно, чтобы поддерживало в режиме хранения, я, допустим, здесь вот поставил тоже разрыв сетевого кабеля. Здесь внутри сделал разрыв. И поставил на автомат для того, чтобы можно было, если что, его вот отключить вот, при необходимости. И чтобы зарядное устройство не работало. Но опять в таком случае оно будет, видите, вот то, что я говорил. Когда здесь микруха замкнута, идет питание обратно с аккумулятора на зарядное устройство, и оно показывает просто напряжение аккумулятора, вот 13,1 вольт. Если включить, идет питание на зарядное устройство, и оно дальше заряжает аккумулятор. Еще раз я отключаю городскую сеть и покажу, как сработает данное маленькое реле 5-вольтовое. Отключаем. Запускается инвертор. Пошло питание на маленькое реле времени. И через небольшое количество времени, но опять регулируется потенциометр. Видите, щелк, оно включилось. Ну, а уже потом тут включается, это уже отдельное реле. Вот. То есть принцип точно такой же. Когда бы оно включилось и замкнуло вот эти два контакта, вот, тобто какой-то из этих разрывов, вот, пошло бы питание. Но опять-таки, с инвертора питание должно тогда подходить прямо напрямую сюда. Ну, мы убираем вот эту вот всю схему. То есть это кому больше нравится вот такая система подключения через маленькое 5-вольтовое, например, реле. Вот. Потому что в таком случае тоже эта схема имеет право на жизнь. Зарядное устройство потребляет очень мало. Поэтому в таком режиме ну, оно тоже будет работать и не так много энергии потреблять с аккумулятора через инвертор. Так что в принципе... Можно даже поставить, если у кого-то зарядное устройство там, ну, на 2 гнезда, то есть можно подключить в таком случае, там, одно будет работать для реле, если это достаточно мощное, а второе можно поставить, включить зарядку, там, ну, что-то подключить, типа телефон и что-то заряжать, то есть чтобы не подключать там какое-то там отдельное зарядное устройство в сеть. То есть, в принципе, вот то, что я хотел коротко рассказать и акцентировать внимание на том, что... Еще раз повторяюсь, эту схему я показываю для людей, которые хотят своими руками что-то сделать. Но они либо боятся, либо не уверены в том, что это можно сделать. А тех, кто разбирается в этом, господа, у вас есть свои мозги и делайте так, как вам нравится. Ну вот как-то так. Еще раз покажу. Включаю подачу городской сети. Щелк. Все переключилось. Переключилось, запустился зарядное устройство, заряжается аккумулятор. Пока есть электроэнергия из городской сети, у нас заряжается аккумулятор. Так, еще хочу сказать в 2 словах. Это я вам показал наглядно, как работает моя сборка, которая, еще раз повторюсь, меня вполне устраивает. То есть я взял по необходимости аккумулятор. Взял вот эту вот всю сборку. При необходимости я привез человеку, подключил это все. И в дальнейшем человек этим пользуется. По необходимости точно так же отключил и забрал.
Дорогие друзья, хотел еще что добавить. Неплохой вариант еще, если не требуется какие-то вот включения, подключения. То есть для тех, кто больше пользуется, скажем так, генератором, вот лично для себя я приобрел другой AVR. Это именно вот под генератор. То есть все равно, когда пропало электропитание городское, я запускаю генератор. И через щиток, в принципе, будет подключен вот такой вот фирма Гея. Ну, то есть, в принципе, точно такой же, как и контактор этот и реле времени. Вот такой вот AVR. У него уже внутри установлен вот этот вот микропереключатель. То есть, на него не надо отдельно подавать питание при входе. Тут достаточно идет: первое — это подключение городской сети, второе — это подключение резервного питания, и нижние выводы — это нагрузка. Вот. Точно так же здесь есть автоматический режим, есть ручной режим. Вот. Переключает он потише, в отличие от этого. То есть вот его модель. Если кому интересно будет, пожалуйста. Этот я покупал в районе, если не ошибаюсь, где-то $18. Тоже по акции. При включении у него светятся вот первый, второй вход и нагрузка. Светятся светодиоды. Так что это реле автоматический ввод резерва. Еще раз повторюсь, меня устраивает в том, что здесь есть микропереключатель, который отключает, переключает. Меня это больше устраивает, потому что в данной реализации вот AVR этого нет. То есть оно есть только включение и выключение. А уже чтобы сам включался инвертор, чтобы вот можно было подключить на кнопку питания или, допустим, на кнопку, точнее, подключить на разъем отсоединения зарядного устройства, чтобы оно не подключено было к аккумулятору. Такого здесь вот именно вот в этом AVR нету. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, смотрите схемы, выбирайте те, которые вам приемлемы будут, и не только по финансам, но и по вашим потребностям. Выбирайте разные возможности, по своим возможностям, что вам лучше реализовать для того, чтобы не остаться без электричества. Кому-то это для полностью квартиры или дома нужно подключение, тогда естественно это все монтируется в стандартный щиток стационарный. Кому-то это может быть временно для того, чтобы просто было теплоснабжение, либо чтобы работал котел, как в моем случае. Вот, поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, смотрите, пишите свои какие-то тоже существенные замечания, предложения. Вот, умникам, которые там рассказывают про надписи или про схемы, пожалуйста, лучше вообще ничего не пишите, попили чай и дальше пошли. Так что, дорогие друзья, на этом все. Всего хорошего, всех благ, мирного неба, всем пока.